Привет, друзья! Представляю вам очередное захватывающее видео, где мы проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в различных сферах знаний. Сегодняшний тест охватывает самые разные темы. Это ваш шанс блеснуть эрудицией и узнать что-то новое. Приготовьтесь, включайте внимание, и пусть удача будет на вашей стороне. Начнем? По какой шкале измеряют мощность землетрясений? Бафорта, Кельвина, Рихтера. Первую шкалу магнитуды землетрясений предложил американский сейсмолог Чарльз Рихтер в 1935 году, поэтому в обиходе значение магнитуды называют шкалой Рихтера. Шкала представляет собой логарифмическую шкалу, которая измеряет магнитуду землетрясений на основе амплитуды движения грунта, регистрируемой сейсмографами. Эту шкалу часто путают со шкалой интенсивности землетрясения в баллах, которая основана на внешних проявлениях подземного толчка. Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, а потом интенсивность, которая выясняется после получения информации о последствиях. Сколько островов в составе Японии? 9113, 13456, 6852. Островное государство Япония расположено целиком на островах в Тихом океане, которых, по официальным статистическим данным японских властей, насчитывается 6852. Большая часть островов образует японский архипелаг. Основные острова имеют сильно пересеченный ландшафт. В целом около 75% территории страны занимают горы. Большинство гор, составляющих хребет архипелага, формировалось на протяжении миллионов лет в процессе постепенного сжатия литосферных плит. Тут ничего не поделаешь. Мы все здесь сумасшедшие. Я сумасшедший, да и ты сама тоже. Кто это сказал? Чеширский кот. Король. Шляпник. Чеширский кот – самый необычный персонаж Алисы в «Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Он может исчезать и появляться где угодно. Волшебный кот делится философскими мудростями с Алисой и знакомит ее с персонажами. Персонаж был наставником Алисы. Его философские вопросы вызывали недоумение у девочки, но с помощью них она смогла выпутаться из затруднительного положения. Чеширский кот подчеркивал абсурдность мира страны чудес. Именно ему принадлежит вышеизложенная цитата. Если в отношении человека употребляют термин «дварфизм», что это значит? У него низкий рост. От него дурно пахнет. Его глаза смотрят в разные стороны. Дварфизм, карликовость – наиболее яркий симптом синдрома детства. Эмпирические исследования подтверждают хорошо известный факт, что страдающие этим синдромом обладают более низким ростом по сравнению с популяцией в целом. Этот признак часто используют при предварительном диагнозе. Также физический рост можно использовать в качестве индикатора степени заболевания. Как правило, чем ниже рост, тем более опасна стадия болезни. Прибавление в росте, как правило, служит признаком выздоровления. Где проходит популярный фестиваль «Славянский базар»? Гомель, Могилев, Витебск. Славянский базар – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Это один из крупнейших фестивалей в Восточной Европе. В рамках фестиваля проходит большое количество концертов, выставок и иных культурных и национальных мероприятий. Все песни, музыкальные композиции в обязательном порядке
исполняются под живую музыку в сопровождении концерта. Субредка – это зеркало, вид юбки, служанка. Существительное субредка происходит от французского слова «саубрет» – «служанка» и означает женское сценическое амплуа бойкой, находчивой, проворной горничной. Субредка, как правило, посвящена в секреты своей госпожи и нередко помогает хозяевам в любовных интригах. Как сказано в Большой советской энциклопедии, термин «субредка» возник в итальянской комедии «Дель Арто». Комедия масок в XVII-XVIII веках перебрался во французскую комедию, а оттуда уже пришел и в русский театр. С каким видом искусства связан Василий Иванович Баженов? Литература, архитектура, живопись. Василий Иванович Баженов – русский архитектор, теоретик архитектуры. География его архитектурных произведений охватывает как минимум Москву и Петербург, а по неподтвержденным данным и некоторые российские провинции. Сегодня Василий Баженов известен как талантливейший архитектор и основоположник русского классицизма, однако при жизни его труды далеко не всегда находили признание на родине. Проекты Василия Ивановича были широко востребованы в Европе, он получал предложения о сотрудничестве от самого Людовика XV, однако был вынужден отклонить это предложение. Мастер вернулся в Россию, где планировал использовать полученный опыт во благо родной страны. В каком литературном произведении встречаются такие персонажи, как немец Герман, миллионер Чекалинский, Томский и Лиза? Бесприданница. История одного города. Пиковая дама. Пиковая дама – повесть Александра Сергеевича Пушкина с мистическими элементами, послужившая источником сюжета одноименной оперы Чайковского. Повесть неоднократно экранизирована. В сюжете повести обыгрывается излюбленная Пушкиным тема непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Если налить в сосуд 4 не смешивающиеся между собой жидкости – воду, керосин, ртуть и машинное масло, то наверху окажется вода, машинное масло, ртуть, керосин. Если налить в сосуд 4 жидкости, то они устроятся слоями в соответствии с их плотностью. Самой плотной из этих жидкостей является ртуть, поэтому она опустится на самый низ. Вода будет выше ртути, так как она менее плотная по сравнению с ртутью. Машинное масло имеет меньшую плотность, чем вода, и поэтому будет находиться выше воды. Наверху же окажется керосин, так как он имеет наименьшую плотность из всех перечисленных жидкостей. В какой стране находится город Тирана? Сербия, Словения, Албания. Тирана – столица и крупнейший город Албании. Расположена в центральной части страны и является местом, где можно окунуться в прошлое и настоящее этого балканского государства. Тирана – город молодой и энергичный. Будущая столица Албании была основана только в 1614 году. Многие туристы находят этот город очень очаровательным, так как здесь сталкивается атмосфера современного мегаполиса с традиционным провинциальным шармом.